Всем привет! В этом видео детально будет разобрана еще одна причина возможного возникновения боли вдоль позвоночника, а также по передней поверхности бедра. Подвздошно-поясничная мышца или мускулус илиопсиос. Мы познакомимся с ее анатомией, функцией, триггерными точками, зонами отраженной боли, а также упражнениями, при помощи которых можно избавиться от миофасциальной боли, исходящей из этой мышцы. С вами я, Сергей Чернов, и проект SLAT-йога. Подвздошно-поясничная мышца состоит из трех мышц – большой поясничной, малой поясничной, которая присутствует не всегда и есть примерно у 50% людей, и подвздошной мышцы. Вверху большая поясничная мышца крепится к боковым поверхностям тел 12-го грудного и всех поясничных позвонков, к соответствующим межпозвоночным дискам, а также более тонкими пучками к передним поверхностям и нижним краям поперечных отростков поясничных позвонков. В полости таза она объединяется с подвздошной мышцей, образуя подвздошно-поясничную мышцу. Внизу сухожилие подвздошно-поясничной мышцы прикрепляется по задней внутренней поверхности бедренной кости к малому вертелу. Малая поясничная мышца, в тех случаях, когда она имеется, располагается кпереди от большой поясничной мышцы. Вверху она прикрепляется к передней наружной поверхности 12-го грудного и одного или двух верхних поясничных позвонков, а внизу к гребешку верхней ветви лобковой кости, подвздошно-гребешковому возвышению и подвздошной фасции. Подвздошная мышца вверху прикрепляется к верхним 2/3 поверхностям подвздошной ямки, полностью выстилая наружную стенку большого таза, а также прикрепляется к прилегающей поверхности бедренной кости. Подвздошно-поясничная мышца и сухожилия подвздошно-поясничной мышцы при выходе из тазовой области проходят в узкой мышечной лакуне совместно с бедренным нервом и часто с боковым кожным нервом бедра. Такое ограниченное пространство при поражении подвздошно-поясничной мышцы создает повышенный риск ущемления данных нервов с развитием соответствующей симптоматики. Основной функцией подвздошно-поясничной мышцы является сгибание в тазобедренном суставе. При фиксированном тазе и позвоночнике ее сокращение приближает ногу к корпусу. При фиксированных ногах она наклоняет таз вперед и приближает корпус к бедрам. Подвздошно-поясничная мышца в положении стоя участвует в наклоне таза вперед, увеличивая лордоз в поясничном отделе позвоночника. Большая поясничная мышца при фиксированном тазе и ногах принимает участие в боковом наклоне корпуса. Подвздошная мышца принимает участие в наружной ротации бедра. Иногда подвздошно-поясничная мышца принимает участие в отведении бедра в тазобедренном суставе, но никогда в приведении. Поясничная мышца остается активной длительное время в положении стоя или сидя. Она играет важную роль в поддержании вертикального положения тела. В положении стоя подвздошная мышца активируется лишь в незначительной степени. Во время ходьбы подвздошная мышца находится в активном состоянии, а поясничная мышца напрягается лишь непосредственно перед фазой взмаха ногой и в ее начале, когда нога перемещается кпереди. Бег вызывает значительную активность подвздошно-поясничной мышцы во время сгибания ноги в тазобедренном суставе. Триггерные точки подвздошно-поясничной мышцы могут быть расположены в трех зонах. Первая триггерная точка локализована в области прикрепления поясничной мышцы к позвоночнику. Триггерная точка 2 находится в области прикрепления подвздошной мышцы к подвздошной кости. ТТ3 располагается в области прикрепления подвздошно-поясничной мышцы к малому вертелу бедренной кости. Первая триггерная точка преимущественно отражает боль в область спины. Вторая триггерная точка отражает боль в спину и в крестцово-подвздошную область. Третья триггерная точка может отдавать боль в спину и по передней поверхности бедра и паха. Имеются данные о связи пораженной подвздошно-поясничной мышцы и болевыми ощущениями в нижнем квадранте живота, в мошонке или половых губах и даже в межлопаточной области. При поражении подвздошно-поясничной мышцы боль усиливается в вертикальном положении и бывает почти незаметной в положении лежа на спине. Могут отмечаться трудности при вставании из глубокого кресла, а также отсутствие возможности сесть из положения лежа. В наиболее тяжелых случаях подвижность бывает настолько ограниченной, что человек способен передвигаться только на четвереньках. Человек с активными триггерными точками в подвздошно-поясничной мышце в положении стоя обычно переносит массу тела на непораженную ногу и при этом сгибает ногу на стороне пораженной мышцы, отводя ее в тазобедренном суставе и выворачивая стопу наружу. Кроме того, он слегка наклоняется в сторону, противоположную пораженной мышце. При попытке наклониться вперед в положении стоя он еще больше наклоняется в непораженную сторону в первые 20 градусов сгибания, а затем по мере дальнейшего сгибания несколько выравнивает положение.
Люди с активными или латентными триггерными точками в мускулюс или абсоас сутулятся при ходьбе. У них отмечается гиперлордоз поясничного отдела позвоночника и избыточный наклон таза вперед. Подвздошно-поясничная мышца действует согласованно с прямой мышцей живота. При слабости последней поясничная мышца пытается ее компенсировать и подвергается повышенному риску развития триггерных точек. Триггерные точки в подвздошно-поясничной мышце крайне редко встречаются в качестве изолированного миофасциального синдрома. Чаще всего они сочетаются с триггерными точками в квадратной мышце поясницы. Поэтому для того, чтобы эффективно инактивировать триггерные точки подвздошно-поясничной мышцы, нужно также их инактивировать и в квадратной мышце поясницы. Видео о квадратной мышце поясницы вы можете посмотреть здесь. Однако следует иметь в виду, что огромный вклад в развитие миофасциального болевого синдрома поясницы вносят мышцы-сгибатели голени, и перед тем, как осуществить вытяжение подвздошно-поясничной мышцы, обязательно следует добиться их расслабления. В этом может помочь большой массажный ролл с последующей работой на большом массажном мяче. Ввиду своего анатомического положения самостоятельно оказать интенсивное механическое воздействие на триггерные точки подвздошно-поясничной мышцы крайне проблематично. Поэтому наиболее эффективной терапией в домашних условиях будет выполнение упражнений, способствующих вытяжению данной мышцы. Я смоделировал на скелете большую поясничную мышцу, и мы можем легко обнаружить, что оптимальным положением для растягивания подвздошно-поясничной мышцы является положение, при котором происходит разгибание бедра в тазобедренном суставе без его отведения в сторону, в сочетании с внутренней ротацией или нейтральным положением ноги. Давайте посмотрим, какие упражнения в порядке возрастания сложности помогут ее качественно вытянуть. Собака мордой вверх, Урдхва Мукха-шванасана, является самым простым и доступным упражнением для вытяжения подвздошно-поясничной мышцы. Здесь важно не отрывать таз и ноги от пола и внимательно следить, чтобы не возникали болезненные ощущения в области поясничного отдела позвоночника. Вирабхадрасана или поза воина в различных вариациях. Полный вариант с вытянутыми руками и облегченные с опорой на колено, на пол и даже с постановкой заднего колена на землю. Если человек испытывает большие трудности при ходьбе или изменении положения тела, что часто бывает, например, при артрозе тазобедренного сустава, то можно использовать облегченный вариант с опорой на стену или любой другой хорошо зафиксированный предмет перед собой. Далее пойдет разбор более сложных упражнений, которые обычно требуют предварительной подготовки. Выпад вперед со сгибанием задней ноги в колене. Дханурасана или поза лука. Уштрасана или поза верблюда. Натараджа-асана. Хануманасана или продольный шпагат. Урдхва-дханурасана или полный мост. Врищикасана или поза скорпиона. Спасибо за просмотр данного видео, надеюсь, оно оказалось полезным и информативным для вас. В следующем видео мы детально разберем боль, исходящую из триггерных точек, локализованных в большой ягодичной мышце. Ставьте лайки, делитесь ссылкой на это видео со своими друзьями в социальных сетях, а также подписывайтесь на канал. Желаю вам прекрасного самочувствия и до скорых встреч. Пока!